Очень весело наблюдать за тем, как постоянно бряцающая у российских границ оружием исключительная держава сделала в штаны от полета лишь 2 стратегических ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу. В Фейсбуке стоит плач, а глава Госдепа выступил с речью. В декабре 1823 года президент США Джеймс Монро заявил, что американский континент – это зона, закрытая для вмешательства европейских держав. Мол, правильные пацаны там мазу держат, и все проблемы решают сами. Причем речь тогда шла лишь о Северной Америке. Позже, когда аппетиты правильных пацанов возросли, эту концепцию, названную по имени президента доктрины Монро, шустро расширили также на Южную Америку, а заодно и на латиноамериканские государства, да и на все западное полушарие до кучи. Американцы долго творили там, что хотели, потому как европейцам и нам было не до них. Корпорации из США, завладевшие огромными сельхозугодиями, эксплуатировали местное население, введя в обиход термин «банановая республика». Вашингтон свергал президентов, приводил к власти диктаторов, грабил, наживался и всячески демонстрировал свою исключительность. Так было до середины 20 века, когда доктрина Монро треснула как орех под ударами Фиделя Кастро и Эрнеста Че Гевары. Позже во многих странах региона приходили к власти социалистические правительства. Их свергали, их лидеров убивали, но вдохновляемые примером Советского Союза местные жители все равно продолжали борьбу против гегемонии США, а заодно против местных проамериканских коллаборационистов. Не прекратилась эта борьба и после 1991 года. В 1998 году в богатой нефти Венесуэле победил на выборах Уго Чавес, после чего страна изменила свой внешнеполитический вектор, обратив взоры к России и Китаю. В венесуэльские порты начали заходить наши военные корабли, а еще в латиноамериканскую страну стали наносить визиты стратегические бомбардировщики ВКС России. Не изменился этот вектор и после смерти Чавеса, которого сменил его соратник Николас Мадуро. И вот после 5-летнего перерыва наши Ту-160 прилетели в Венесуэлу. Впервые с 2013 года Россия отправила в Венесуэлу 2 стратегических бомбардировщика Ту-160. Помимо ракетоносцев в страну прибыли тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, военные самолеты были отправлены в рамках двустороннего военного сотрудничества. Как заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрио Лопес, прибывшие в страну самолеты ВКС России будут участвовать в совместных оперативных полетах. Это означает, что летчики будут отрабатывать различные учебно-тренировочные задачи. Частью таких учений станет дозаправка для перелетов на большие расстояния. Да, вы не ослышались. Главу Министерства обороны Венесуэлы зовут Владимир, в честь Ленина. Но это так, к слову. Прилет наших ракетоносцев вызвал бурную реакцию со стороны Госдепа США. Вот что заявил в Твиттере госсекретарь Майк Помпео. Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так. 2 коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства, подавляя свободу, пока люди страдают. Это слова главы дипломатии государства, понатыкавшего по всей планете свои военные базы и выкинувшего $1,5 триллиона только на программу создания самолета F-35, того, о котором сами же американские граждане пишут следующее. Этих денег хватит, чтобы оплатить 273 миллиона стипендий для студентов, 721 миллиард школьных ланчей, 101 тысячу новых начальных школ, 5,7 миллиарда месячных медицинских страховок по программе Обама-Кэр или 150 миллионов койко-мест в больницах. Естественно, в Кремле отреагировали на выпад Помпео интеллигентным посылом на 3 буквы. Это весьма недипломатично. Мы считаем это абсолютно неуместным заявлением, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Но самое веселое даже не это. Самое веселое тот фекальный шторм, который поднялся в Фейсбуке и других американских соцсетях. Оцените картинки, которые они там постят. Это люди, которые, напомню, на полном серьезе подписывались за превентивный атомный удар по России в рамках опроса, устроенного американским троллем Марком Дайсом. А теперь они неожиданно поняли, что на расстоянии менее 2000 километров от границ США находятся российские самолеты, способные нести ядерное оружие. И все. Эти люди наложили в штаны. Несмотря на то, что самолетов лишь 2. И на то, что Россия никогда не угрожала США, никогда не озвучивала ультиматумов в адрес Вашингтона и не придвигала свои военные базы к американским границам.
Как только американцы почувствовали, что не бессмертны, так сразу же заверещали. А вместе с ними заверещали отечественные кряклы, которые любят приговаривать, что у нас в стране все оружие старое, ржавое, но при этом одновременно деревянное и снятое на Мосфильме. Такой вот симбиоз трусов, лезущих в драку лишь когда нет шансов получить сдачи, и их прихвостней, которые хвалят этих трусов за несуществующую крутость. А потом прилетают два путинских самолета, и в штанах у обеих названных категорий становится тепло и мягко. А теперь представьте, что будет, если наши все же восстановят базу на Кубе.